Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал, где мы с вами готовим натуральную косметику из всего самого полезного, вкусного и биологически чистого. Сегодня я вам предлагаю сделать одну из моих вновь полюбившихся масок. И, как видите, виновником торжества будет у нас яблоко. А если точнее, то это будет яблочное пюре. И для этой маски нам понадобится всего 4 ингредиента. Я взяла четвертинку яблочка, потерла его на мелкой-мелкой терочке. Получилось у меня где-то 1,5 чайной ложки яблочного пюре. 1 чайная ложка масла. Масло можете взять миндальное или же даже оливковое, какое у вас есть. Главное, чтобы оно было холодного отжима. У меня, как всегда, масло лепестков роз, которое я сама делала, оно до сих пор у меня есть и прекрасно благоухает. И 1 чайная ложка у нас уйдет крахмала картофельного. Можете взять также кукурузную, но я предпочтение отдаю картофельному, он лучше подтягивает. И в завершение мы добавим 5 капелек гиалуроновой кислоты. Теперь мы приступаем к приготовлению этой маски. Смешиваем просто-напросто все ингредиенты. Я отправляю яблочное пюре вместе с соком. Видите, оно такое вот жиденькое получается, потому что оно было протерто на очень такой маленькой, мелкой терке. Теперь добавляем сюда крахмал и начинаем это вымешивать. Посмотрим по консистенции. Консистенция должна быть, сами понимаете, такой кремообразной. Я люблю, когда мои маски такие, знаете, эластичные, не жидкие во всяком случае. И я их накладываю на лицо таким достаточно толстым слоем. Теперь мы это перемешали и потихоньку вводим наше масло. Может быть, его уйдет немножко меньше, посмотрите. Опять же, продукты в разных странах разные. Перемешиваем еще. Вот так вот. И под конец добавляем наши 5 капелек гиалуроновой кислоты. Кислоту вы можете купить в любой аптеке, думаю, или заказать по интернету. 1, 2, 3, 4, 5. Вот наша маска и готова. Еще раз ее перемешаем хорошо. И теперь дадим этой масочке настояться, ну вот минут 5, наверное, чтобы все компоненты вошли во взаимодействие. И теперь через эти самые 5-10 минут мы с вами встретимся в ванной комнате. Вот такая у нас с вами получилась маска. Видите, какой она густой консистенции. Дорогие мои, предупреждаю вас, что маска немножечко капризная в нанесении. То есть, видите, она густая, и вот эта мякоть, если вас будет раздражать, или в том плане, как, знаете, когда она плохо наносится, если вам это будет не нравиться, вы можете просто-напросто отжать сок и смешать все остальные ингредиенты. Будет такой же точный эффект, потому что маска действительно супер хорошая и полезная. Понимаете, да, в яблоке у нас и пектин, и тиамин, витамин С, гиалуроновая кислота, которая просто задерживает воду, которая нам так необходима нашей коже, да. Все компоненты очень полезны. Давайте попробуем наносить ее аккуратненько, вот так вот, прямо ничего страшного, что эти пюрешечки, вот эта мякоть от яблочка будет, может быть, у вас немножко падать. Попробуйте, поэкспериментируйте. Может быть, вы в следующий раз возьмете просто, как я уже сказала, яблочный сок. Но главное, чтобы это было натуральное яблоко, не из пакета яблочный сок. А вот потерли, отжали и наносите. Я иногда делаю, знаете что, просто-напросто беру и замораживаю вот эту маску в маленьких, как бы, таких кубиках в виде льда. И тоже чудесный эффект, когда вы утром будете протирать лицо, вот этим прям втираете, так, знаете, такими массирующими движениями. И
будет чудесный эффект. Будете, знаете, как за счет того, что она в замороженном виде, будет лицо освежать и также хорошо питать. Вот, видите, держите так пиалочку аккуратненько, чтобы она, маска не падала. Конечно, самый лучший вариант, это когда вы нанесете эту маску густым слоем и ляжете немножечко на минут 15 на диван и так спокойно полежите. С этой маской, вы знаете, очень хорошо можно также, потому что с ней особо так не походишь, сделать, к примеру, маску для рук. Я вам вот скоро выложу эту маску, совершенно потрясающая, и увидите тоже эффект очень быстро, после 2 раз, как ваши ручки будут отбеливаться. Вот. Ну а пока мы работаем над нашим личиком с этой яблочной маской. Вот так вот. Крахмал также подтягивает, понимаете, то есть здесь все компоненты супер хороши для нашего лица, плюс 40 мы можем уже делать эту маску. Ну а в моей почти 60 просто натуральная витаминная кладезь, да. И не верьте там, если кто-то что-то вам говорит, что это ерунда, что это домашняя косметика никогда вам не поможет. Девочки, если делать это регулярно, поверьте, будет результат. Но во всем должна быть регулярность, естественно. Вы не можете похудеть за один день на 10 килограмм. Вы должны к этому идти постепенно. И то же самое с нашей домашней косметикой. Вот такие вот мы сегодня с вами получились. Делаем масочку эту, ну вот ее у меня на 2-3 раза. Я ее сделаю в течение недели, то есть буду хранить ее в холодильнике. Держим ее мы, как всегда, 15-20 минут. Потом смываем аккуратненько теплой водичкой. И когда маска у вас заканчивается, вы делаете перерыв на месяц, на 2, на 3, как вам угодно. Просто-напросто, чтобы у вас не было привыкания кожи именно к одному типу масок. Так что делайте мои другие маски в перерывах и наслаждайтесь своей красотой и молодостью. Спасибо, что были со мной, и до новых встреч! С вами была любящая вас Виктория. Будьте все здоровы и красивы, и молоды. Пока!